Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такую вот достаточно интересную женскую манишку. То есть у нее очень интересный, необычный дизайн. Возможно, многие подумают, что она очень сложное в выполнении, данная манишка. Но от себя я могу сказать, что она очень-очень легкая в выполнении. Мне она очень понравилась. Она очень хорошо сидит. Вот это вот размер взрослый, но также он хорошо подойдет и на подростковый размер. Будет просто немножечко как бы побольше он. А так он подойдет и на подростка, но на маленького ребенка такой размер он будет уже великоватый. То есть вот таким вот образом эта манишка выглядит. Я специально подобрала такую интересную расцветочку, то есть она идет секционная расцветка. Вы в свою очередь при желании можете выбрать расцветку однотонную, то есть я думаю, что тоже будет очень хорошо смотреться данная манишка. Это уже третий мой видео МК именно с манишками. Первый у меня был ажурная женская манишка, фото я вам обязательно покажу, и детская есть манишка с интересным дизайном на пуговках, что очень удобно для маленьких детей, то есть пуговки функционируют, то есть они расстегиваются, очень удобно эту манишку надевать. Фото я вам обязательно покажу, кому будет интересно, обязательно в описании к данному видео я оставлю ссылочки на данное видео МК. Все МК бесплатные, и при желании вы сможете с ними ознакомиться. То есть, что теперь касается данной манишки, как я и сказала, что манишка с очень интересным, необычным дизайном, но в то же самое время она очень легко вяжется. То есть, кто посмотрит видео МК, я думаю, он в этом убедится. Изюминку данной манишки также придает то, что я взяла не однотонную пряжу, то есть она вот такая вот расцветочки вот такой вот секционной. Но я думаю, что она будет замечательно смотреться и в однотонной пряже. Также я обвязала данную манишку вот в круговую везде здесь и вот здесь обвязала, но опять же декор, как я всегда говорю, это на усмотрение вязальщицы. То есть вы при желании вы можете не обвязывать, если, например, даже кто-то не особо дружит с крючком. То есть вы можете не делать никакую обвязочку. Также, если вы будете по такому принципу вязать мужскую однотонную какую-нибудь манишку, то, конечно, обвязку тоже не надо делать. То есть это нужно уже смотреть все по ситуации, так сказать. Теперь, что касается размеров. То есть по передней части манишка это идет немножечко подлиннее, чем по спинке. То есть у нее длина по передней части в пределах где-то 27 сантиметров, да, я замеряла. То есть это вот у нее получается вот эта вот часть. Вот здесь 27 сантиметров. Сзади данная манишка, она немножечко покороче, но немножко, она достаточное количество, она покороче, и сзади она у меня идет на 18-19 сантиметров данная манишка. То есть вот таким вот образом она выглядит сзади. Вот так вот можете посмотреть. Вот таким вот образом она выглядит. Как я уже сказала, она очень, эта манишка, хорошо сидит. Очень удобная, красивая, интересная, хорошо прикрывает грудь, потому что здесь достаточно такой вот большой участок у нее вот прикрытый. Вязала я данную манишку из нашей отечественной полушерсти, но это я уже все расскажу в процессе работы, кому будет интересно. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа полушерсть, то есть у меня эта пряжа подмосковная, троицкой нашей отечественной фабрики. Это классическая полушерстяная пряжа. У нее в составе идет 50% шерсть, 50% акрил, 250 метров, 100 грамм. Данную пряжу я взяла не однотонной расцветки, то есть это у меня принт. Кому интересен номер, это 7352. То есть я специально взяла такую вот цветную пряжу, то есть она, я думаю, что в манишке будет смотреться достаточно красиво и интересно. Вы в свою очередь можете взять пряжу однотонную, то есть в подмосковной очень много разных расцветок.
Также вы можете, например, если вам именно эта пряжа не особо нравится, вы можете взять абсолютно любую другую пряжу, полушерсть, можете импортную, это уже чисто на ваше усмотрение будет. И единственное, чтобы она была все-таки где-то вот в пределах такой толщины, то есть в районе 250 метров на 100 грамм. Также вам понадобятся спицы круговые, у меня это номер 3,5, вот такие вот спицы. И обычные прямые, но в моем случае это круговые спицы, это номер 4. Вот эти вот 4 спицы вы при желании можете взять обычные прямые, так как я ими в круговую вязать не буду. Поэтому именно, чтобы эти спицы были круговыми, это не принципиально. То есть вы берете, что у вас есть в наличии. А вот именно чулочные спицы, это да, это вот 3,5 я взяла, ими я буду вязать по кругу. Поэтому здесь нужны именно чулочные спицы. Также вам понадобится иголочка для сшивания. Крючочек, это в принципе он всегда нужен при вязании. Ниточки убрать или еще там что-нибудь сделать. То есть крючок он необходим. Какой-нибудь декор, это уже чисто на ваше усмотрение. Бирочки handmade, ручная работа, это тоже по вашему желанию это все можно сделать. То есть декор, как я всегда говорю, это уже чисто идет на усмотрение самой вязальщицы. Итак, начинаем. Итак, для начала работы я набрала на спице номер 4, как я вам и показывала, 130 петель и провязала 6 рядов платочной вязкой. То есть, кто не знает, платочная вязка – это когда и лицевые, и изнаночные ряды вяжутся только лицевыми петлями. То есть, вот таким вот образом у меня получилось. То есть, 6 рядов я провязала платочной вязкой. То есть, все петли вязала лицевые. И в лицевом, и в изнаночном рядах. Далее я буду вязать обычной резиночкой 2 на 2. То есть, кто не знает, показываю начало. То есть, это я провязываю 2 лицевые петельки, 2 изнаночные, 2 лицевые петельки, 2 изнаночные. То есть, таким вот образом я довяжу до конца ряда. Соответственно, следующий второй четный ряд, он будет вязаться по рисунку, то есть это также 2 лицевые, 2 изнаночные, но по рисунку нужно будет смотреть. То есть и таким вот образом я провяжу небольшой участок работы, я так думаю, что сантиметров 8, это я уже посмотрю в процессе работы, сколько все-таки я провяжу. Все это сделаю за кадром, покажу вам конечные результаты и объясню, что дальше будем делать. Итак, за кадром я провязала вот такое вот полотно. Как вы видите, связано абсолютно простыми узорами. То есть я использовала 2 вида узора. Это платочную вязку и резинку 2 на 2. Не стала очень много времени уделять на объяснение, как это вяжется, так как это в принципе простейшие узоры, с которых начинает учиться каждая вязальщица. Но тем не менее я объясню еще раз, как я вязала. То есть я набрала здесь 130 петель на спице номер 4, как показывала, провязала 6 рядов платочной вязкой. Платочная вязка — это когда лицевые изнаночные петли все вяжутся только лицевые изнаночные ряды вяжутся только лицевыми петлями. То есть вот таким вот образом у меня получился этот участок. Далее я вязала резинкой 2 на 2. То есть это 2 лицевые петельки, 2 изнаночные. То есть это вот идет повторение до конца ряда с изнаночной стороны, с обратной, то есть вяжется по рисунку. То есть там, где вы видите, что вот идут лицевые петельки, вы вяжете лицевые, там, где идут изнаночные, вы провязываете их изнаночными. То есть вот таким вот образом я вязала, провязала полотно. В общей сложности я провязала резиночкой 2 на 2 28 рядов, то есть это вот здесь вот я провязала 28 рядов. В ширину у меня получилось, в длину, то есть вот это вот само полотно получилось 60 сантиметров, вот здесь вот
Очень многие спрашивают, поэтому я это говорю, потому что некоторые вяжут с пряжи другой толщины. То есть вот здесь вот в длину у меня данная резиночка получилась 60 сантиметров. И в высоту у меня это полотно в общей сложности получилось 12 сантиметров. Это вместе с платочной вязкой, которую я вязала 6 рядов в начале работы. Далее, что необходимо будет сделать, это я закрываю первые 33 петли. То есть каким образом? Я обычно вот так вот закрываю. То есть провязываю вместе и закрываю 33 петли. Тридцать один, 32, 33. То есть вот я убрала 33 петли с начала ряда. То есть у меня получилось вот таким вот образом. 33 петли я убрала с начала ряда, и далее я начинаю вязать в круговую. Для этого я перехожу на спицы чулочные, как я показывала. Вот у меня эти спицы 3,5. Я взяла специально немножечко поменьше размер, чтобы по горловине резиночка была все-таки немножко поплотнее, чтобы она менее вытягивалась. То есть вот это у меня спицы 3,5. Изначально я вязала 4-очкой, напоминаю. И начинаю вот переходить на них. То есть каким образом? То есть вот я здесь, напоминаю, закрыла 33 первые петельки. И начинаю вязать по 24 петли на каждую спицу. То есть вот у меня первая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 24 петельки я провязала на спице. То есть вяжу, как вы видите, продолжаю вязать обычной резинкой 2 на 2. Ничего не меняла. Дальше я беру следующую спицу. Также провязываю 24 петли на нее. Вот 24 петельки я провязала на вторую спицу. Следующую беру спицу. Так, 24 петельки провязала. И вот 4-я спица последняя, на нее также я провязываю 24 петельки. Двадцать три. И вот смотрите, у меня осталась вот 24-я эта петелька и последняя кромочная петля. То есть я просто-напросто каким образом делаю? Я провязываю 2 последние петельки, 2 вместе изнаночные. То есть по рисунку то, что у меня идет. 2 вместе изнаночные. Все, круговые нам эти спицы 4-очка уже не нужны. И начинаю вязать по кругу. То есть соединяю вот этих вот 2 последнюю первую спицы и начинаю вязать обычно как на чулочных спицах вяжется. То есть я продолжаю вязать в круговую. Теперь обычной резинкой 2 на 2, то есть ничего абсолютно не меняется. Значит, кто не любит, например, работать на чулочных таких спицах, то есть вы можете просто-напросто взять круговые спицы номер 3,5 на 40 сантиметров. То есть это специальные маленькие коротенькие спицы, на которых вяжут обычно, вот горловины вяжут.
шапочки вяжут и вязать на этих спицах, если вы не особо любите вязать на 5 спицах, как это я сейчас делаю. То есть таким образом я продолжаю вязать на высоту горловины, горловины вместе с отвороткой. То есть сейчас я пока не могу сказать, сколько это будет сантиметров. То есть я это все провяжу за кадром, сориентируюсь по длине, какая необходима будет именно для этой горловины. Пряжи у нас осталось достаточно от этих 100 грамм. То есть вот у меня еще тут, я думаю, что больше половины пряжи от моточка, поэтому горловину можно будет связать хорошую, достаточно длинненькую, чтобы она хорошо прикрывала горло. Если останется пряжа, я еще хочу немного облагородить, то есть вокруг обвязать здесь. Это я уже потом вам покажу, как я буду делать, чтобы данная манишка выглядела все-таки немножечко посимпатичнее и поинтереснее. Итак, далее я буду работать за кадром, покажу вам конечный результат, объясню, как я работала и покажу, что дальше я буду делать. Итак, за кадром я провязала горловину резиночкой 2 на 2 на чулочных спицах, и у меня получилось вот таким вот образом все. В общей сложности я провязала, сейчас я вам скажу, это именно если учитывать то, что я на 5 спицах вязала, 16 сантиметров. То есть вот у меня получилось 16 сантиметров. Вы, соответственно, вот этот участок работы можете вязать по своему усмотрению, потому что кому-то нравится, чтобы отворотка была повыше, кому-то нравится, чтобы отворотка была поменьше. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. То есть я вот сделала 16 сантиметров, думаю, что мне этого будет достаточно. То есть это вот у меня вот так вот оно все выглядит в конечном варианте. Это вот будет вот таким вот образом отвороточка. Вот так вот она будет, эта отвороточка. То есть, думаю, ее будет достаточно, тем более, что я еще хочу немножко все-таки обвязать вот эту вот отворотку, чтобы она посимпатичнее смотрелась. То есть, вот я провязала, этого мне достаточно. Следующее, что необходимо будет сделать, это закрыть все петельки. Так как вот эта сторона у меня, это получается изнаночная сторона, то есть вот эта изнаночная у меня сторона, так как вот оно будет отгибаться вот так, и это будет уже лицевая сторона. То есть закрывать петли я буду именно в данной ситуации не лицевыми петельками, а вот изнаночными. То есть вот таким вот образом. Вот 2 вместе я петельки беру и изнаночная вот как бы провязываю. При этом я закрываю эти петли обычным способом, то есть не эластичным, то есть просто я их закрываю, не затягиваю эти петельки, так как эта отворотка, она все-таки будет здесь идти вот по низу, вот здесь вот будет идти. То есть я просто максимально свободно закрываю, потому что там потом я еще планирую обвязать по низу, чтобы оно красиво смотрелось. То есть вот таким вот образом я закрываю абсолютно все петельки на всех спицах. Вот изнаночными петлями. Вот так вот я закрываю. Вот с лицевой стороны в результате, если потом вот будет отворачиваться вот так вот, это вот получается, вот так вот у меня получается закрытие. Итак, за кадром я закрыла все петельки, то есть вот изнаночными петельками я закрывала, как я вам показала. То есть в результате, когда я отверну данную отвороточку, то есть у меня по лицевой стороне идут вот такие вот лицевые петельки. Далее, что я хотела бы сделать, это немножко облагородить вот этот вот наружный край. То есть каким образом я это буду делать. То есть я взяла крючочек, это у меня крючочек троечка, и начинаю вот здесь вот обвязывать по наружному краю узором несложным, самым обыкновенным узором. Это ракушки. Итак, через 2 петельки от начала ряда я провязываю узор ракушку, то есть это вот в одну петельку я провязываю 5 столбиков с накидом. Так, 4 и 5. 5
столбиков с накидом. Вот провязала. Далее через следующие 2 петельки в третью я провязываю столбик без накида. То есть вот таким вот образом у меня получается. Далее опять через 2 петельки в третью я провязываю 5 столбиков с накидом. При этом я вам рекомендую вязать максимально свободно, не подтягивая полотно, потому что вы должны не забывать, что если вы соберете, это у нас все-таки горловина, у вас голова может не пролезть в эту горловину, поэтому максимально свободно необходимо вязать. То есть через 2 вот эти петельки в третью я провязываю столбик без накида, то есть вот таким вот образом. Итак, я следующие через 2 в третью опять делаю 5 столбиков с накидом. Таким вот образом я буду обвязывать вокруг горловины. Но опять же, это чисто на мое усмотрение, потому что я так захотела. Вы в свою очередь можете вообще не обвязывать, так как я знаю, что многие, например, не умеют, не любят вязать крючочком. То есть вы можете просто оставить вот таким вот образом горловину. Или также вы можете, например, обвязать рачьим шагом горловину. То есть тоже она будет достаточно хорошо, я так думаю, смотреться. То есть я вот решила вот таким вот образом обвязать, но вы можете в свою очередь обвязать каким-то другим способом, какой вы посчитаете вам более подходит. Итак, я опять вот провязываю 5 столбиков с накидом и через 2 петельки 5 столбиков с накидом, через 2 петельки в третью я вяжу столбик без накида. То есть вот таким вот образом я сделаю обвязочку вокруг шеи. Итак, за кадром я обвязала вокруг горловины, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Смотрите, чтобы у вас было красивое соединение, вот именно где у вас начало и конец, потому что это соединение, оно получится у нас спереди, чтобы оно у вас не бросалось в глаза. Естественно, что вот эту вот обвязочку потом я немного отпарю, чтобы она была более ровненькая. И, конечно же, не забываем, что еще эту манишку необходимо будет намочить, чтобы она стала помягче, чтобы у нее выровнялся рисунок и чтобы она уже, так сказать, имела свой окончательный внешний вид. Следующее, что я хочу сделать, это обвязать вокруг данную манишку. Но, опять же, она будет не просто обвязываться. Я начну обвязывать ее вот с этого участка. То есть вот с этого участка я начну обвязывать ее. Не вот с этого, где я закрывала петельки, вот этот участок я пока что не трогаю. То есть я обвязываю вот с этой стороны. То есть я закрепляю ниточку. Ниточка как раз у меня так получился моточек на зеленом вот таком вот цвете. У меня сейчас моток. И я хочу обвязать вокруг именно вот этим вот зеленым цветом. Но боюсь, что если, конечно, у меня здесь не хватит, возможно, придется брать еще следующий участок. Но это уже в процессе работы нужно будет смотреть. Итак, вот я закрепила ниточку, провязываю один столбик без накида. И далее вот здесь вот, так как боковые вот эти вот петельки, они достаточно большие и широкие, то есть я буду обвязывать через одну петельку по 5 столбиков с накидом. 4 и 5. Далее через одну петельку я делаю один столбик без накида, то есть вот у меня вот так вот получилось. И далее опять через одну петельку 5 столбиков с накидом я провязываю. 2, 4, 5. То есть через одну петельку опять я провязываю один столбик без накида. И далее опять вяжу 5 столбиков с накидом через одну петельку. Так, вот я провязала. Далее через одну петельку я делаю столбик без накида, провязываю. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Я потом вот так вот это все буду пришивать. То есть вот так вот будет пришиваться у меня. Вот таким вот образом все это.
за счет вот этой вот обвязочки можно будет здесь аккуратненько пришить, чтобы данный вот шовчик, он был красивым. Потому что если вы просто будете вот так вот пришивать, вот так вот просто пришивать, можно, конечно, пришить, что оно будет достаточно аккуратно, но вот так, мне кажется, оно будет немножечко понаряднее смотреться. Итак, вот я еще провязываю 5 столбиков с накидом через одну петельку. 4 и 5. И у меня как раз получается, что я выхожу на уголок вот данной манишки. Вот сейчас уже пойдет обвязочка. То есть по такому же принципу я сделаю обвязку вокруг данной манишки. Вот до сюда я сделаю обвязку. Единственное, что я вот обвязка пойдет вот, соответственно, сейчас еще раз вам покажу. Вот по этой стороне пойдет обвязка. Вот так вот здесь я все обвяжу. Далее я дойду до этого уголка. Далее я обвяжу вот с этой стороны точно так же. Вот с этой стороны. А где я именно закрывала вот эти вот петельки, я обвязывать вот именно ракушками не буду. То есть я просто, скорее всего, что я вообще никак не буду обвязывать, потому что здесь все равно этот вот участок, он будет прикрываться и зашиваться он будет. Поэтому я обвяжу вот до этого участка, где я делала закрытие петель. Вот здесь вот я на уголочке вам покажу еще, как я это буду делать. То есть вот в эту петельку я провязываю 5 столбиков с накидом, 4 и 5. И здесь уже смотрите по ситуации, то есть через сколько вам, через какие участки вам закрепляет, соответственно, это все. Потому что самое главное, это вот по этому наружному краю ни в коем случае нельзя присобрать полотно, потому что если это вы сделаете, если у вас здесь пойдет сборка, то будет манишка это очень неудобная в носке. То есть здесь нужно обвязывать максимально свободно, чтобы не было никакой сборки. То есть у меня вот получается, скорее всего, что через 2 вот такие вот петельки я вот буду провязывать, фиксировать. То есть здесь же опять 1, 2 и в третью я буду вязать 5 столбиков с накидом. 4 и 5. То есть вот таким вот образом. Далее опять через вот этих 2 дырочки в третью я делаю столбик без накида. То есть вот таким вот образом я буду обвязывать вокруг манишки, как я вам показала. Все это я сделаю за кадром. Покажу вам уже конечные результаты, что у меня получилось, и объясню, что я буду дальше делать. Итак, за кадром я уже абсолютно все обвязала. То есть обвязала вот здесь. Вот это то, что мы с вами вместе начинали вязать. Далее вот я обвязала по кругу. Вот по кругу обвязала, дошла до конца, вот здесь вот обвязала вот эту вот часть ракушками. И вот это участок, который делали закрытие петель, я здесь просто провязала столбики без накида через одну петельку. То есть таким образом я просто немножечко сделала участок побольше, за который я буду пришивать планку, что будет немножко поудобнее. Это во-первых. Во-вторых, я немножечко этой вот обвязочкой присобрала данное полотно, чтобы оно сильно не растягивалось. То есть здесь, напоминаю, столбики без накида через одну петельку я провязала. То есть вот у меня получилась вот такая вот конструкция. Я уже все отпарила. То есть все участки, где я обвязывала крючочком, это у меня уже все отпаренный вариант. Поэтому, если вы видите, он такой стал более ровненький. Вот этот краешек уже. Также я отпарила вот этот вот участок. То есть там, где я делала вот обвязочку, то есть тоже стало, если вы обратили внимание, стало намного более ровненьким вот это полотно. И когда я закончила вязать, я не обрывала до конца ниточку, то есть я оставила вот небольшой участок с иголочкой, чтобы сейчас вот это вот пришить. Вот эту планочку, то есть каким образом это будет выглядеть, чтобы вы наглядно видели, то есть вот таким вот образом будет данная планочка сейчас пришиваться.
То есть вот так вот это будет выглядеть. То есть я беру вот эту вот ниточку, я специально оставила, когда закончила здесь обвязывать. И сейчас аккуратненько необходимо пришить вот эту вот верхнюю часть ко второй части. Просто аккуратно пришиваете, чтобы не очень бросалось в глаза вот этот именно участок, что вы пришили. То есть я вот так вот просто прихвачу в нескольких местах вот по участку, что я обвязывала ракушками. Вот таким вот образом вот лучше, да, я буду прихватывать. Вот так вот. Вот таким вот образом я пришиваю до конца. Вот так вот. Прикладываю, естественно, тут должны вот так вот сойтись вот эти вот два краешка, чтобы все было красиво. Вот. Вот таким вот образом, вот как видите, я делаю специально стежочки, чтобы они у меня вот так вот шли. То есть, когда я подтягиваю, то вот здесь вот у меня эти стежочки, их не видно. То есть, вот таким вот образом. Вот так вот. Так я дошиваю до конца ряда. Итак, вот я практически уже все до конца дошила. Вот у меня получилось вот так вот аккуратненько достаточно. Вот такой вот у меня получился шовчик. Опять же, кому, например, не очень будет нравиться то, что вот эти вот они как бы немножечко торчат, вот ракушки. То есть при желании просто их можно подхватить еще вот в этих вот местах и зафиксировать, и они не будут торчать таким вот образом, да. Можно их подцепить аккуратно. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать так, чтобы не бросалось в глаза. То есть вот в этих местах вот так вот зафиксировать. Вот видите, я зафиксировала, и тут уже не видно. Потом вот здесь вот можно зафиксировать и каждую вот эту ракушку. Единственное, что когда будете пришивать, то, конечно, сильно не стягивайте, чтобы у вас не стягивалось полотно. Вот таким вот образом. Вот. Здесь вот видите, вот тут получилось так, что заметно шовчик, поэтому его нужно здесь убрать. Некрасиво будет смотреться. То есть здесь вот нужно, конечно же, будет фиксировать и пришивать их так аккуратненько, чтобы не было заметно вот эти вот пришивания. То есть это вы уже смотрите по факту, как у вас там будет получаться, потому что у меня тут проблема в том, что у меня цветная пряжа, поэтому у меня вот я зафиксировала, а ее заметно стало. То есть я вот таким вот образом ее здесь зафиксирую. Может, так вот поменьше вот заметно. То есть вот таким вот образом. То есть вы уже должны по ситуации смотреть, как у вас что
будет выглядеть. То есть вот здесь вот цвет совпадает, поэтому здесь уже эту ниточку не будет так сильно заметно. То есть вот все, последний стежочек я делаю, фиксирую последнюю ракушку, чтобы она как бы не отходила, чтобы все было красиво. Вот все сделала. То есть вот таким вот образом вот я пришила. Еще раз я вам сейчас покажу, как эта конструкция будет выглядеть. То есть вот так вот у меня получилось. При желании, конечно, можно еще будет здесь немножко отпарить, чтобы уже было более так вот ровненько и хорошо. То есть все, манишка уже получается у нас практически доделана. Единственное, что остается, это, естественно, убираем абсолютно все ниточки, чтобы ничего нигде не торчало. Доводим уже все до окончательного внешнего своего вида. То есть декорируем. Я вот пришью вот такую вот бирочку, handmade, ручная работа. Вы в свою очередь уже можете задекорировать данную манишку по своему усмотрению, так как декор, как я всегда говорю, это на усмотрение вязальщицы, то есть как она будет декорировать ту или иную вещь. Поэтому вы можете задекорировать на свое усмотрение. То есть я пришлю вот эту бирочку, все сделаю за кадром, уберу все ниточки, покажу вам конечный результат, что у меня получилось. Итак, за кадром я уже все доделала. У меня получилась вот такая вот достаточно интересная конструкция. Манишка очень-очень хорошо, удобно сидит, то есть это я могу вам сказать со стопроцентной гарантией. Только единственное, что в процессе работы вы не должны затягивать вот этот вот наружный край ни обвязочкой, ни в процессе вязания. То есть вот он у вас должен быть вот как в моем случае полукругом. То есть вот видите, вот у меня идет полукруг, то есть вот таким вот образом, и манишка сидит очень и очень хорошо на шее, то есть очень тепленькая получилась. Все-таки наша вот полушерсть, хоть многие ее не любят, но тем не менее вот она действительно очень и очень тепленькая. Я здесь отпарила вот этот вот участок работы, который пришивали мы с вами, чтобы он был более ровненький. Пришила бирочку handmade, ручная работа. Это у меня обычная вот длинная такая вот нашивка. Я ее просто сложила напополам и пришила. То есть у кого есть именно специальные такие вот, которые вот таким образом пришиваются, то замечательно. Можете, конечно, ее пришить. Можете вообще не пришивать, так как это на ваше уже все идет усмотрение. Естественно, я поубирала все ниточки, чтобы у меня нигде ничего не торчало. С изнаночной стороны вот у меня вот таким вот образом получилась данная манишечка, то есть нигде ничего не торчит. И вам обязательно напоминаю, что вы должны все убирать. То есть вот таким вот образом выглядит манишка с задней части. То есть по длине у меня получилось с задней части, по задней части где-то около 19 сантиметров. То есть это вот с отвороточкой. Вот таким вот образом 19 сантиметров у меня получилось. По передней части у меня получилось подлиннее, то есть она так вообще хорошо прикрывает грудь, эта манишка не маленькая, то есть она у меня получилась, сейчас я вам скажу, где-то в пределах, наверное, 25, даже 27 сантиметров, то есть вот это вот в длину она у меня получилась, вот такой вот длины. То есть манишка с интересным дизайном, с необычным дизайном, да, 27 сантиметров, с необычным дизайном. В то же самое время, я так думаю, что кто посмотрел данное видео от начала до конца, то есть он увидел, что она абсолютно несложная в выполнении, данная манишка. То есть кому понравилось данное видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем полезную, интересную информацию. Смотрим фото манишки в конце видео. Также я вам оставлю еще другие фото манишек, которые я вязала. Возможно, вам будет интересно посмотреть видео МК и на них. Ссылочки на данные видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, до новых встреч!